Привет, Арми. Шанель официально объявила Чингука своим глобальным амбассадором парфюмерии и косметики, подтверждение которого многие долго ждали. Бренд представил его, будучи уверенным, что его присутствие идеально соответствует элегантному и современному образу, характерному для французского модного дама. Эта новость появилась после нескольких дней волнения среди поклонников, поэтому подтверждение приносит чувство облегчения и удовлетворения. На первом снимке Чингук предстает в образе мужчины Шанель, с утонченной эстетикой и властным присутствием, которое приковывает всеобщее внимание. Его элегантный и утонченный образ излучает уверенность и естественность, качества, которые оставались неизменными на протяжении всей его карьеры. Учитывая, как развивалась его карьера, нет сомнений, что его участие в этой новой кампании окажет глобальное влияние. Это объявление вызвало энтузиазм среди тех, кто внимательно следил за его творческим путем, включая поклонников Тэкука, которые всегда внимательно следили за развитием Чингука и Тэхёна в их соответствующих проектах, поддерживая при этом тесные и стабильные личные и профессиональные отношения. Для многих достижение Чингука столь значительных успехов добавляет еще один слой восхищения ими как дуэтом. По мере распространения новостей о Шанель, еще одно событие привлекло внимание возле здания HYBE. К Чингуку были отправлены 7 машин поддержки, размещенных прямо рядом с машинами, прибывшими накануне с негативными сообщениями в его адрес. Эти машины были не только от фанатов Тэкука, в акции также участвовали сторонники из разных частей фандома, желающие положить конец этой ситуации и успокоить атмосферу вокруг артиста. Присутствие этих машин ясно показывает, у Чингука есть фан-база, которая поддерживает его не только в социальных сетях, но и физически, когда это необходимо. Несмотря на попытки некоторых недоброжелателей опорочить его имидж, общая реакция показывает, что его репутация остается сильной. Те, кто следил за его карьерой на протяжении многих лет, знают, что Чингук остается последовательным, трудолюбивым и преданным своему делу. Его рост как певца, танцора и творца продолжается. Его взаимодействие с публикой отмечено той же скромностью и дисциплиной, что и с самого начала его карьеры. Для многих поклонников Чингук выделяется не только своей внешностью и талантом, но и ясностью, с которой он встречает любые вызовы, даже в условиях внешнего шума. Его вдумчивый и целенаправленный подход делает его образцом профессионализма. Его способность оставаться искренним является ключом к его отношениям с публикой, и именно здесь его ценность становится наиболее очевидной. Даже те, кто следит за Тэкуком, имеют основания восхищаться им. Его способ общения с теми, кто ему дорог, остается стабильным, уважительным и искренним, особенно с теми, кто разделил с ним столько лет его карьеры. Объявление о сотрудничестве Шанель, наряду с его явной поддержкой HYBE, стало важным моментом. Чингук продемонстрировал, что его влияние распространяется за пределы музыки на мир моды и красоты. Поклонникам напомнили, что в любой ситуации всегда найдется организованный ответ, стремящийся защитить его, не переусердствуя, просто демонстрируя присутствие и единство. Чтобы сохранить в памяти особую привязанность, которую Чингук и Тэхён всегда проявляли друг к другу, стоит вернуться к одному из моментов, которые так дороги многим поклонникам. Это воспоминание объясняет, почему Тэхён и Чингук пережили такие прекрасные и значимые моменты, которые не нуждаются в оправдании, их просто нужно помнить. На протяжении многих лет их отношения отличались естественностью, которая выделялась без излишней вычурности. С самого начала между ними существовала связь, выходящая за рамки обыденности, способ взаимодействия, демонстрирующий доверие и комфорт, и взаимное внимание, которое редко встречается в обычных отношениях. Один из самых запоминающихся моментов произошел во время поездки Чингука в Соединенные Штаты в период его стажировки. Несмотря на свой юный возраст и стремление к самопознанию, он принял простое, но важное решение. Из всех подарков, которые он мог бы привезти домой, единственным подарком для кого-то из группы стал Тэхён. В той поездке Чингук купил свою первую в жизни футболку и решил подарить ее Тэхёну. Он объяснил, что эта вещь наполнена усилиями и преданностью Тэхёна, чем-то, что он очень ценил, и он хотел поделиться этим с Тэхёном.
Эта деталь имела особое значение, если смотреть на нее трезво. За тысячи километров, в окружении всего нового, Чингук подумал о Тэхёне прежде всего, не как о плане, а как о искреннем импульсе и естественном выражении того, кем он был в тот момент. Для тех, кто следит за творчеством Тэкука годами, это воспоминание – лишь одно из многих, показывающих, как они поддерживали друг друга на важных этапах своей жизни. В то время Чингук был еще несовершеннолетним, молодым человеком, пытавшимся понять, кто он и что чувствует, но своими действиями он ясно дал понять, что Тэхён занимает особое место в его мире. Ему не нужно было говорить об этом словами, со временем динамика отношений не изменилась. Вместо этого она стала более очевидной в том, как они заботились друг о друге, поддерживали друг друга и искали друг друга в решающие моменты. Многие их взаимодействия, казалось, были построены на глубоком доверии, на том доверии, которое возникает, когда два человека понимают друг друга без необходимости объяснять все. Для Тэкука суть их связи заключалась не в теории, а в действиях, которые он неоднократно наблюдал, маленькие моменты, спонтанные взгляды, жесты, которые передавали искреннюю заботу и дружбу, ничего натянутого, ничего искусственного. Именно поэтому, когда речь идет о «любви», которую представляет Тэкук, дело не в романтизации чего-то несуществующего. Дело в признании того, как их отношения растут и сохраняются, связь, укрепленная препятствиями, расстоянием и меняющимися этапами, отношения, которые остаются крепкими, потому что они основаны на чем-то настоящем. Именно эта естественность заставляет многих продолжать видеть между ними особую связь. Независимо от того, находятся ли они перед камерой или в непринужденной обстановке, их жесты остаются неизменными, постоянными и спонтанными. На первый взгляд они могут показаться незначительными, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что между ними существует особая динамика. Они не пытались привлечь внимание, все происходило естественно. То, как они смотрели друг на друга, раскрывало связь, которая формировалась со временем. То, как они двигались навстречу друг другу, короткие прикосновения, которые, казалось, требовали молчаливого подтверждения, все это продолжало проявляться на протяжении многих лет. Именно поэтому многие фанаты видят Тэкука не как теорию, а как совокупность последовательных, естественных и видимых моментов, демонстрирующих связь, которая строилась медленно, но верно, связь, которая остается крепкой, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Все остальные отвлекающие факторы – это просто шум, который не может изменить ее суть. Их связь остается настоящей, и для многих этого более чем достаточно, чтобы доказать прочность их связи.